Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог, и сегодняшнее видео я решила посвятить фактам о Сингапуре, которые вы не знаете. Я рискну предположить, что какие-то вещи, которые я буду сегодня рассказывать о Сингапуре, вам покажутся новыми, потому что я тоже много чего не знала, и мне потребовалось 1,5 года жизни здесь, чтобы для себя какие-то новые нюансы о Сингапуре выяснить. Вообще идея создания этого видео ко мне пришла довольно давно и была навеяна тем, что когда мы только собирались сюда переехать и гуглили какую-то информацию о Сингапуре и выяснили, что в русскоязычном ютубе, по крайней мере, вообще в принципе в интернете, в русскоязычных источниках очень мало какой-либо информации о Сингапуре. Как правило, это только то, что в Сингапуре запрещена жвачка, здесь нельзя ходить дома голым, Сингапур – это страна будущего, и то, что в Сингапуре на каком-то этапе историческом был такой прекрасный человек, как Ли Куан Ю, который победил коррупцию и вообще сделал Сингапур таким, каким мы его знаем сейчас. Все, больше информации о Сингапуре никакой нет, поэтому я решила сделать свое собственное видео, может быть, кому-то оно будет полезным. Какая-то информация покажется любопытной, поэтому без лишних прелюдий и промедлений давайте же приступим к нашим 15 фактам о Сингапуре, которые вы не знали. В Сингапуре достаточно дорогие продукты. И связано это с тем, что здесь нет своего производства, и абсолютно все продукты их привозят откуда-то из Австралии, из Малайзии, из Вьетнама, из Таиланда, из других близлежащих азиатских стран. И, соответственно, логистические затраты, они все включаются в стоимость продуктов, поэтому они достаточно дорогие. И если честно, я когда сюда ехала, думала, ну это же Азия, здесь бананы, кокосы, каждый день буду есть и рыбу, и морепродукты, и вообще как-то поменяю свои пищевые привычки, стану такая вся за правильное питание, но не тут-то было, потому что это достаточно дорогое удовольствие. И, ну, естественно, мы покупаем продукты в супермаркетах, куда без этого. Но в Сингапуре дорогие продукты, и к этому нужно быть готовым. Следующий факт о Сингапуре, который вытекает из предыдущего, можно сказать, это то, что в Сингапуре гораздо дешевле и доступнее питаться вне дома, что, собственно, и делают местные, они как-то особенно заготовку не заморачиваются. И здесь я должна упомянуть такую прекрасную вещь, как Хука Сентес. Это хавка-центры, мы называем их с мужем. В общем, это такие фудкорты. Сейчас на экране появится видео, чтобы можно было нагляднее как-то продемонстрировать, что это такое. Хавка-центры – это такие фудкорты, которые располагаются, как правило, либо на первых этажах жилых зданий, либо как отдельные комплексы. И у каждого владельца там есть такая клетушечка 2 на 2, я не знаю, метра, где они готовят еду, причем разную, то есть там, я не знаю, индусы свое что-то готовят, там малайская еда, вьетнамская, отдельно там чикен райсами столы, отдельно напитки. И, в общем, это максимально доступно, потому что тот же самый чикен райс, просто там вареная курочка с рисом будет стоить, наверное, где-то $3, и это просто катастрофически мало, вот, по сравнению просто с уровнем жизни и с ценами на другие товары, поэтому ну, гораздо проще, на самом деле, пойти в хавка-центр, там поесть, и это все будет очень дешево и доступно, нежели купить какие-то продукты, которые достаточно дорого стоят в магазине, потратить время на готовку, и в общем-то, результат будет такой же. Поэтому хавка-центры очень пользуются популярностью среди местных, и, в общем, там абсолютно всегда все тусуются. И вообще, я должна сказать, что хавка-центры собираются внести или уже внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Еще такой интересный момент. Это то, что Сингапур – это очень безопасная страна, тебе нечего бояться, и даже если ты там, я не знаю, в 11 вечера по темноте идешь домой, вообще, в принципе, хотя тут нет темноты, здесь всегда фонари горят. Ну, в общем, вы меня поняли, что у тебя там что-то своруют или еще что-то, потому что, в общем и целом, неплохо живут сами, поэтому зачем им надо воровать, если они могут это купить, и они вполне себе достойно зарабатывают. Поэтому, ну, вот в плане воровства, я так думаю. И еще интересный момент, уже связанный как раз-таки с безопасностью, что люди, например, в том же самом хавка-центре, если ты хочешь занять столик, то ты можешь просто оставить там, я не знаю, свои личные вещи, там телефон положить на стол, тем самым застолбив его. Вот, то есть у тебя никто его не возьмет, никто твой столик тоже не займет. В реальном мире существуют преступления, плохие люди там, я не знаю, воруют, убивают или еще что-нибудь, но ты живешь здесь, и ты понимаешь, что, скорее всего, ты с этим не столкнешься. Следующий пункт о Сингапуре, это вообще мое самое любимое, это языки.
Здесь есть 4 национальных языка. Это английский, собственно, его учат вообще там с детского сада, абсолютно все его знают, все на нем разговаривают, все нормально. Далее тамильский, индусы на нем разговаривают, мандарин, это китайцы, и малайский, малайцы разговаривают на малайском. Вот, 4 национальных языка, соответственно, какие-то объявления, таблички, они, как правило, все на 4 языках написаны, но разговаривают везде, в учреждениях, просто в сервисе, в ресторанах, в кафе, везде разговаривают на английском. Все, в общем-то, звучит идеально. Прекрасная страна для иммиграции, потому что никакой там свой язык учить не нужно, все на английском говорят. Но фишка в том, что тут есть прекрасная вещь, как синглиш. Синглиш — это диалект, на котором разговаривают местные, и он формируется на базе английского с добавлением разных китайских, малайских слов. И все бы было ничего, если бы соблюдалась бы какая-то структура английского языка, типа там, не знаю, подлежащее сказуемое, все остальное. То есть абсолютно непонятно, где что. Это может быть любой язык мира, только не английский, потому что это все еще припорошено таким азиатским, знаете, акцентом. И, в общем, ничего не понятно. Я постоянно сталкиваюсь с проблемой, что я ничего не понимаю, о чем мне говорят, и самое интересное, что люди не понимают меня. И у меня какая-то даже такая микрофобия развилась. Если, например, я заказала продукты, я знаю, что мне звонит из магазина кто-то, скорее всего, сказать, что что-то там у них больше нет в продаже, то я просто не беру трубки, потому что я знаю, что я ничего не пойму, чем мне говорят. То есть 1 на 1 при общении я знаю, что как бы я не понимаю. А тут, когда по телефону, я не знаю, какие-нибудь косяки со связью могут быть. Короче, я такой социофоб. Я просто не беру трубки. Да, это плохо, я знаю, но ничего не могу с собой поделать, потому что я уже наученная горьким опытом. Поэтому я пытаюсь просто избегать проблемы, я не решаю ее. Вот такие дела. В Сингапуре очень дорогие машины, просто они очень дорогие, и связано это с тем, что государство пытается как-то урегулировать количество машин на дорогах, пробки и вообще уровень загрязнения окружающей среды. Поэтому здесь действуют правила вообще на вождение автомобилей. Во-первых, тут огромные налоги за машины. Во-вторых, для того, чтобы иметь право водить, нужно получить особое разрешение, за которое тоже нужно заплатить огромную сумму денег. И несмотря на все это, люди все равно продолжают ездить на машинах, причем здесь такие прям шикарные тачки, то есть помимо, я не знаю, вот тех вот, которые я сейчас на экране покажу. Я, кстати, недавно просто на такую лакшери-парковку наткнулась в самом центре. Это вообще очень забавно, потому что у меня, например, на планшете есть такая игра установлена, Асфальт называется, это типа как Need for Speed гоночки. И у меня такие машины там виртуальные. Здесь они вполне реальные, на них ездят реальные люди. Вот, и это, конечно, я вообще офигела, когда такое увидела, потому что таких машин космических форм я вообще не видела никогда в жизни. Вот, но помимо таких тачек, естественно, ездят и, ну, там, относительно обычные, типа там каких-нибудь Hyundai, Audi, Mercedes, но они достаточно дорогие, то есть если на какой-нибудь автомобиль в России там стоит условно 1 000 000, то здесь он раз в 10 будет дороже стоить, плюс еще всякие вот эти вот дополнительные надбавки, там, я не знаю, стоимость разрешения на вождение и все такое, поэтому это очень дорогое удовольствие, но люди все равно ездят. Следующий факт о Сингапуре — это то, что здесь совершенно чудесный, восхитительный и очень дешевый общественный транспорт. Здесь достаточно широкая сеть метро, здесь очень много веток, и теоретически просто из любого конца страны можно добраться, не знаю, там в течение 2 часов на метро. Вот, и здесь еще есть автобусы, и моя отдельная любовь — это двухэтажные вот эти даблдекеры, которые как в Англии такие автобусы. Я вообще обожаю на них ездить, особенно когда удается сесть на верхнем этаже прямо возле стекла вот этого переднего. И самое прикольное то, что после жары ты такой заходишь туда, там кондиционерчики, вообще все комфортно. Я, кстати, недавно увидела, что стали делать автобусы с USB такими штуками, то есть там можно даже телефон зарядить свой. Вообще класс. Вот. И еще отдельное внимание, это, конечно же, стоимость транспорта, потому что самая, не знаю, дорогая поездка, которая у меня была, это просто всю страну с востока на запад проехать, где-то, наверное, 2 там с небольшим доллара. И то есть, если брать вообще во внимание цены на другие товары, вообще, в принципе, уровень жизни здесь, то 2 доллара за, не знаю, проезд с одного конца страны в другую, это очень мало. И очень комфортный транспорт, очень всегда вовремя приходит, то есть можно там отслеживать автобус, например, в приложении, и он всегда приходит вовремя. И это просто потрясающе. Я не знаю,
как им удается поддерживать эту вообще систему, которая работает как часы. Вот. И еще есть классная вещь EasyLink Card. Это такая карточка, которая, собственно, используется для того, чтобы расплачиваться в транспорте. Она продается просто в 7-Eleven, в обычном продуктовом круглосуточном. И это такой, как электронный кошелек, то есть ты просто кладешь туда деньги и, в общем-то, на входе и на выходе в транспорте, и в метро, и в автобусе пробиваешь, и таким образом рассчитывается поездка. Ну и, в принципе, эти EasyLink, я знаю, еще используются в автомобилях. Там стоят такие датчики, в которые вставляются карточки вот эти, и, соответственно, при проезде по платным дорогам автоматически считывается стоимость, и если ты в парковку какую-то платную заезжаешь, таким же образом это работает. И еще EasyLink используются иногда, в принципе, как платежный инструмент, то есть ты можешь там, не знаю, за продукты в том же самом 7-Eleven расплатиться EasyLink. Вот. Очень удобная вещь, поэтому вот транспорт прямо отдельного внимания заслуживает в этом плане. В Сингапуре левостороннее движение и праворульные машины. Но хрен с ними, с машинами, как бы я не вожу, меня это мало интересует, но я не знала, например, пока сюда не приехала, что в Сингапуре левостороннее движение, и тоже, как бы, казалось бы, какая мне разница, если я не водитель, но дело в том, что это же психология, потому что когда ты живешь всю жизнь в стране, где праворульное движение, и, соответственно, ты там на эскалаторе с правой стороны стоишь, с левой стороны идут люди, да, которые там торопятся и не хотят ждать, и ты, в принципе, там обходишь пешеходов даже на тротуаре каким-то образом там с другой стороны, а здесь все происходит с точностью наоборот, совершенно в зеркальном отражении, люди стоят слева, поднимаются справа на эскалаторе, или, в принципе, когда ты на дороге идешь, ты там заезд для машины, и ты ждешь, что она с другой стороны появится, а она заезжает с той стороны, с которой, в общем-то, по правилам ей разрешено. Поэтому это интересно. Я, например, этого не знала, пока сюда не приехала. В Сингапуре нельзя бронировать апартаменты по Airbnb на срок менее чем 3 месяца. То есть, если вы турист, когда вы приезжаете в Сингапур, вы не имеете права бронировать там, я не знаю, на 2 недели себе какую-то квартиру, потому что это просто противозаконно. И вообще, в принципе, люди, которые здесь живут, и я не знаю, им там нужно перекантоваться 2 месяца где-нибудь там, снять квартиру, то они тоже не имеют права это делать. То есть это, в принципе, касается краткосрочной аренды. Вот, это прям очень важный факт, потому что я лично этого не знала, и мы даже, когда вот только Виталька приезжал сюда, мы искали какие-то варианты ему на первое время перекантоваться, мы искали на Airbnb, хотя оказывается, что это противозаконно. Вот. Но, тем не менее, Airbnb он есть, он здесь функционирует, и там, как правило, какие-то отели размещают свои объявления. Следующая вещь, которая меня просто поразила, я вычитала ее совершенно недавно, когда я готовилась к одному из роликов про жилье, я смотрела информацию. В общем, здесь есть вот кондо, в котором мы живем, это частное жилье, а есть HDB. HDB это House Department Board называется, это, в общем-то, государственный орган, который занимается финансированием строительства государственных домов. И они также имеют право как бы устанавливать свои порядки и регулировать вообще правила проживания в этих HDB, в государственных квартирах. И одним из правил является то, что там, внимание, запрещены кошки. Я просто в таком шоке была, когда я это прочитала, потому что как можно запретить кошек, вы издеваетесь? Ну это же просто какой-то кошмар. Вот, и кошки запрещены. Там сейчас на экране покажу, это вот, собственно, прямо выдержка с официального сайта HDB. Там написано причины, почему запрещены кошки, вот ниже я перевод здесь указала. И мне кажется, в этом сквозит что-то такое личное. То есть человек, который это писал, он явно как-то вот прям недолюбливает кошек чисто лично. И это его субъективная позиция, потому что здесь написано, что они вообще рут, они сбрасывают шерсть, они испражняются везде, их вообще невозможно контролировать. И по мне так невозможно контролировать собак. Но я имею в виду, что кошка, как бы, ну, она живет у себя дома, и все, то есть ей нет необходимости куда-то идти гулять, и вообще ее не нужно выгуливать, и уж тем более она не гавкает там громко, как собаки. Ну, в общем, мне совершенно непонятен этот запрет, но это касается HDB. Что касается кондо, то есть, в принципе, здесь свободное поле деятельности, но, несмотря на это, тоже нужно договариваться отдельно, получается, с менеджером кондо, можно ли там тебе какую-то особую породу собак завести там или кошек, потому что это уже регулируется отдельно управляющей компанией. Кстати, что касается собак, то здесь тоже не все породы разрешены, какой-то очень небольшой список на самом деле. И, например, там хаски или золотистые ретриверы и там чау-чау, они в этот список не входят, поэтому в HDB с этими собаками тоже жить нельзя. Вот. И вообще есть прям такой определенный список животных, которые могут быть домашними животными, которые можно дома у себя содержать. И там
всякой дичи, типа там рептилий, естественно, нет и всякое такое. Но я недавно вычитала еще в интернете статью, что одна женщина, она была на несколько там тысяч долларов оштрафована за то, что у нее дома был ежик. Ежиков тоже запретили. Вот, так что все шутки плохи. То есть законы и есть какие-то регулирующие органы, которые следят за соблюдением этих законов, поэтому если у тебя есть дома ежик, то ты за это заплатишь штраф. В Сингапуре запрещена продажа алкоголя после 22:30. Я бы не сказала, что местные вообще большие фанаты алкоголя, и я не знаю, там 22-28, как в России выстраиваются огромные очереди к кассе, нервничают люди, говорят, у меня 2 минуты, пропустите меня без очереди. Здесь такого нет, и вообще, ну, на самом деле, мне кажется, больше индусы, наверное, склонны к тому, чтобы выпить. Азиаты как-то вообще, в принципе, мне кажется, не в их культуре прибухнуть как-то вообще не их тема. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю, с чем связаны эти ограничения, какая в этом необходимость, потому что, ну, на мой взгляд, здесь нет такой проблемы, типа алкоголизма, поэтому зачем ограничивать людей? Очень странно, но это факт. После 22:30 алкоголь здесь не купить. Вот. Следующий интересный факт о Сингапуре и сингапурцах – это то, что они просто так медленно ходят. Это просто какой-то кошмар. Если ты идешь по дороге, впереди тебя идет очень медленный человек, то ты просто там, я не знаю, узкая дорога, ты что-то тырк-мырк, ты не знаешь, с какой стороны его обойти. В торговых центрах очень много народу всегда, и ты тоже не можешь никого обойти, потому что ты вынужден двигаться в их вот этом каком-то странном темпе. И, честно говоря, для меня это было абсолютным откровением, потому что я думала, что это же Азия, и вообще как-то, может быть, я стереотипно, конечно, мыслю, но я всегда думала, что они все такие трудоголики, у них мало времени, они очень спешат жить, и вот как-то, ну, то, что они медленно ходят, ну уж точно это просто за гранью реального, явно такого быть не может, но это действительно так, несмотря на то, что я вообще коротышка, я как бы небольшого роста, и в принципе я даже если пытаюсь быстро идти, то я как-то все на месте топчусь, но все равно даже я быстрее их хожу, что удивительно абсолютно. Я не знаю, почему так, но это прям вот какая-то такая национальная фишка, что люди очень медленно ходят, я не знаю, это прям как-то странно, удивительно для меня, абсолютно в новинку. Следующий факт о Сингапуре – это то, что местные обожают стоять в очередях. Мне это абсолютно непонятно, потому что, опять же, я так думала, что люди ценят свое время, и уж точно они не будут, я не знаю, в пятницу вечер стоять в кафе в очередь 20 человек. Можно же заранее позвонить, там столик забронировать, например. Ну или в конце концов пойти в какое-то другое свободное заведение, где нет такой огромной очереди. Но это прям вообще, я не знаю, какая-то фишка местных. Сейчас на экране покажу видео. Это я сняла давно еще, до пандемии. Эта огромная очередь, она выстроилась в киоск с лотерейными билетами. Здесь очень любят люди участвовать в лотереях. Тут какой-то огромный приз, там несколько миллионов или что-то такое долларов, в общем, местных я имею в виду. Я не знаю, может быть, у меня как-то это на генетическом уровне, несмотря на то, что я в Советском Союзе не жила, но наслышана об этих очередях и вообще дефиците того, что люди там стояли просто часами для того, чтобы получить какие-то товары первой необходимости. Вот, и поэтому, ну, я уж точно никогда не буду стоять в очередях. Уж точно не буду стоять в очереди для того, чтобы попасть в какое-то определенное кафе. Я лучше просто пойду, либо останусь голодной, либо пойду в какое-то другое. Зато можно так определять, что если стоит очередь, значит там что-то либо дают на халяву, либо там что-то действительно стоящее. И туда стоит постоять в очереди купить. Вот. Но это прям очень интересный факт. Для меня это было прям откровением, удивлением. Я не думала, что люди могут тратить свое свободное время на то, чтобы стоять просто праздно в очередях. Следующий факт о Сингапуре и о сингапурцах. И может быть на самом деле это какой-то бич современности. И вообще я просто не была 1,5 года в России. Может быть там тоже что-то изменилось. Все абсолютно в телефонах. Кто-то там в сериальчиках каких-то залипает, новости читает, еще что-то. Абсолютно все всегда уткнувшись в телефон сидят. Причем даже если это кафе какое-то, например, там, не знаю, парочка какая-то сидит на свидание, то они все тоже в телефонах. Они могут между собой не разговаривать, просто сидеть в телефонах, каждый своим делом заниматься. Для меня это настолько странно, я на самом деле к этому очень привыкла, но когда я сюда только приехала, я просто вообще вот с такими шарами смотрела на людей, потому что я не понимала, что там делать-то. Ну, то есть, я не знаю, время посмотреть, тебе кто-то что-то написал, я не знаю, ну, в инстаграмчике хорошо, ты что-то пролистал, ну, как бы интерес-то заканчивается в какой-то момент, и все. А здесь просто постоянно люди в телефонах, причем они могут стоять там на эскалаторе в метро и смотреть параллельно какой-то сериал, то есть нет, чтобы там, я не знаю, ты на своей станции вышел, телефон выключил, убрал, пошел
пошел. Нет, они просто будут идти смотреть на ходу сериал в телефоне. И это для меня вообще непонятно. В Сингапуре другие розетки. Такой шок-контент. И, соответственно, наши штекеры, вот как бы от техники, да, там от телефонов для зарядки, все такое, они просто здесь не подходят. Нужно покупать специальные переходники. Вот. Ну и, соответственно, техника, которую здесь мы уже купили, там, не знаю, кофеварка у нас там есть, и чайник, и компьютер тот же самый, они все уже идут с местными штекерами. Соответственно, если нам предстоит куда-то поехать, то нам нужно будет уже переходники другие покупать. В Сингапуре я в первый раз в жизни вообще увидела такую вещь, как оплата по QR-коду. Здесь тоже, если, например, какой-то небольшой бизнес, какой-то магазинчик вот у нас тут у дома есть, ты можешь либо наличкой расплатиться там, либо если у тебя нет налички, и они не принимают банковские карты, у них есть свой QR-код, и, соответственно, ты просто через свое банковское приложение сканируешь его, они тебе говорят сумму, которую там, я не знаю, тебе нужно платить, и моментально просто им приходят деньги, то есть там буквально за считанные секунды ты отправляешь им через приложение деньги, и все. И это совершенно потрясающая вообще какая-то вещь, не знаю, из 22 века. Я не знаю, может быть, сейчас повсеместно такое практикуют, и я там давно не была где-то за пределами Сингапура, но впервые я увидела это здесь. Я считаю, что это гениально, это очень удобно, и, в общем-то, ну, в условиях того, что в современном мире все пользуются исключительно телефоном, и, в общем, вся информация, в том числе и деньги у тебя в телефоне, то просто платить по QR-коду, это, по-моему, очень удобно. Это были факты о Сингапуре, которые вы не знаете. Естественно, этим дело не ограничивается, просто это то, что мне удалось уместить в такое не очень длинное видео. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой формат видео, потому что это новинка на моем канале. Мне будет очень интересно получить от вас обратную связь. Ну и, собственно, все. На этом все. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо, что смотрите. Я шлю вам лучи добра и тепла из солнечного Сингапура. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!